Добрый вечер всем. Меня зовут доктор Джоэл Дэвис. Я планетолог из Музея естественной истории в Лондоне. Добро пожаловать на вторую из наших двух публичных лекций, которые мы проводим в рамках нашей виртуальной конференции по Марсу, посвященной геологии Марса. Все эти мероприятия были организованы геологическим обществом в рамках Года космоса. И сегодня нам очень повезло, что с нами доктор Люк Дейли. Люк – специалист по метеоритам. Люк получил степень бакалавра в области геологии в Имперском колледже Лондона, а затем защитил докторскую диссертацию в Университете Кёртина в Перте, Австралия. Сейчас он читает лекции по планетологии в Университете Глазго. И недавно он участвовал в поисках метеорита, который может стать первым метеоритом, приземлившимся в Великобритании за 30 лет, и который был реально найден и собран. Но сегодня он расскажет нам о марсианских метеоритах и о том, как мы получаем через марсианские метеориты наши знания о вулканических процессах на Марсе. Если у вас возникнут вопросы к Люку, задавайте их в чате в Zoom. И если вы смотрите нас в YouTube, пожалуйста, напишите их в комментариях, и мы постараемся ответить на них в конце доклада. Итак, без лишних слов, я хотел бы передать слово Люку, который расскажет нам все о марсианских метеоритах и вулканизме. Да, большое спасибо, что пригласили меня. Мне надо включить свой экран. Сейчас проверю. Видите ли мой экран? Да, мы теперь все видим. И я сейчас уберу свою голову, чтобы не мешало. А теперь приступим. Так что да, большое спасибо, что пригласили меня. Мне очень приятно выступать в рамках этой марсианской конференции. Надеюсь, вам понравится наша встреча. И напомню, вчера был доклад по марсоходу Curiosity, рекомендую. А в этом выступлении я собираюсь рассказать о том, каковы на самом деле наши мотивы для изучения Красной планеты и изучения Марса. И почему мы так интересуемся этой четвертой каменной планетой от Солнца. А затем мы перейдем к тому, что мы уже узнали о вулканической активности на Марсе. Как действовали вулканы на Марсе в прошлом. И затем в заключительной части этого доклада я собираюсь рассказать о некоторых исследованиях, которые мы проводим здесь в Университете Глазго, изучая марсианские метеориты. А именно конкретную группу марсианских метеоритов, наклитов, которые помогают нам понять геологическую историю одного замечательного вулкана на Марсе. Итак, без лишних слов приступим. И я хотел бы вернуться на 100 лет назад к, возможно, одному из первых реальных изображений Марса. И оно выглядело бы примерно так. Телескопы столетней давности не были столь совершенными, как сегодня. И это, вероятно, лучший результат, который можно было получить на тот момент. И вы можете увидеть там некоторые действительно интересные структуры, в том числе что-то вроде белой северной полярной ледяной шапки, а также темные и светлые области. Однако, к сожалению, некоторые представители науки впадали в интерпретациях увиденного в некоторые крайности. Итальянский астроном Джованни Скиапарелли интерпретировал некоторые из этих темных и светлых областей как линейные элементы, которые пересекают крест-накрест марсианскую поверхность. Он назвал их канали, или по-итальянски протоки, но на английский их перевели как каналы. И это привело к тому, что некоторые другие ученые действительно переоценили такую интерпретацию и стали объяснять их не просто как большие линейные объекты, а фактически настоящие каналы, построенные древней развитой инопланетной цивилизацией на Марсе, для того, чтобы доставлять пресную воду с полярных шапок в экваториальные районы Марса. И это дало толчок к развитию действительно потрясающей научной фантастики. Получился целый жанр литературы, великолепные произведения искусства. Сейчас я включу один отрывок. Надеюсь, вы нормально слышите. В последние годы XIX века никому не пришла мысль, что за человечеством все время наблюдают из внешнего космоса. Никому и в голову не могло прийти, что нас разглядывают, как кто-то с микроскопом изучает существ, которые роятся и размножаются в капле воды. Мало кто даже рассматривал возможность жизни на других планетах. И все же сквозь космос они, неизмеримо превосходящие нас по мощи, взирают на Землю завистливыми глазами. Они неторопливо и уверенно выстраивали свои планы против нас. Это знаменитый небольшой отрывок из «Начала войны миров».
В частности, это музыкальная версия «Войны миров» от Джеффа Уэйна, которая была основана по книге Герберта Уэллса. И нас действительно привлекала эта идея о развитой инопланетной цивилизации на Марсе и о том, что это может означать для жизни на Земле. Однако вы могли заметить, что мы больше не верим в существование развитой цивилизации, создающей огромные каналы. И это произошло в основном потому, что у нас появились большие и более лучшие телескопы, и мы смогли отправлять зонды на Марс. И оказалось, что эти каналы на самом деле были оптической иллюзией, больше не обоснованными домыслами о марсианской поверхности. Вот современная карта, полученная по результатам орбитальной съемки. А цвета просто обозначают различную высоту на марсианской поверхности. Таким образом, синие цвета обозначают низменные районы, красные и белые представляют высокогорные районы. Итак, у нас есть вот это низменное северное полушарие. И тогда Южная область – это сильно кратерированные Нагорья с большими горными структурами в районах Фарсиды и Элизия. И как вы можете заметить, нигде не видно каналов. Однако есть действительно большой каньон, который отличается от каналов. И да, надо признать, мы больше не думаем, что на Марсе есть развитая инопланетная цивилизация. В реальности Марс оказался действительно голым бесплодным миром. Сейчас это совсем не гостеприимное место. И поэтому один из ключевых вопросов, который задавался все время, есть ли на нем вообще жизнь? Или потенциально могла быть, но по факту ее нет? С чем это связано? Итак, это было своего рода столетняя предыстория. Теперь перенесемся на 100 лет вперед. Почему мы все еще так же интересуемся этой планетой? И главная причина в том, что у Марса есть свидетельство работы жидкой воды. На его поверхности у нас есть большие каньоны, найдены признаки работы речных систем, а также возможные океана, который когда-то был на планете. И это звучит обнадеживающе. Потому что какой бы ни была по форме жизнь, единственное, в чем она нуждается, это вода. И поэтому, когда мы ищем жизнь на других планетах и пытаемся ответить на вопрос, одни ли мы во Вселенной, первое, что мы выясняем на планетных телах, есть ли или была ли там жидкая вода. Это первое, что, как мы думаем, нужно для жизни. Однако, как показывает это изображение, Марс сейчас представляет собой оранжево-красный пустынный мир. На нем полное отсутствие океанов, отсутствие жидкой воды на поверхности. И реально марсианская поверхность оказалась слишком холодная для присутствия жидкой воды. Тем не менее, у нас есть свидетельство существования жидкой воды в прошлом. Таким образом, один из ключевых вопросов сейчас заключается в том, могут ли существовать где-то на современном Марсе небольшие карманы жидкой воды, где жизнь, если бы однажды в прошлом она возникла, могла бы сохраниться до наших дней. И мы начали тщательные поиски. Мы отправили много зондов на Марс. Итак, это снова современная карта. И здесь обозначены все успешные миссии со спускаемыми аппаратами и марсоходами, которые были отправлены на Марс. Вы видите, как много мест, где мы побывали. Прямо сейчас идет одна из активных миссий с марсоходом. Это действительно очень насыщенная миссия под названием Марс-2020 с марсоходом Perseverance. Еще также работает марсоход Curiosity. Все они исследуют прибрежную материковую часть, промежуточная область между этой северной низменной областью и Южным Нагорьем. Однако до Марса действительно очень трудно добраться. Марс – это кладбище роботов. Если во время посадки аппарата скорость спуска выходила из-под контроля, то аппарат он разбивался об его поверхность. И таких неудач было немало. Связано это с тем, что Марс находится очень далеко. Требуется много времени для того, чтобы эти зонды могли добраться туда. А затем осуществить посадку на другую планету, что очень и очень сложно сделать. Но хорошая новость заключается в том, что на всех этих ошибках мы учимся и становимся все лучше и лучше. Так современные миссии имеют очень хорошие показатели успеха посадки на Красную планету. Однако, если все хорошо с посадкой, то куда надо направиться для поиска свидетельств деятельности жидкой воды? Извините, я забыл упомянуть запланированную европейскую миссию ExoMars с марсоходом Розалинда Франклин. Это будет еще одна действительно захватывающая миссия, которая даст нам много знаний о Красной планете. Итак, вот места, где можно найти следы деятельности жидкой воды. Это могут быть северная и южная полярные ледяные шапки, а также области, где могут быть заметные источники тепла, такие как вулканические регионы, например, вулканические местности Фарсида и Элизий. Однако мы еще туда не посылали никаких зондов. Это связано с огромной сложностью посадки в столь пересеченную местность. Посадка на Марсе вообще очень сложная задача, а еще труднее приземлиться на склон марсианского вулкана. Это означает, что мы еще там не были. Но это действительно хорошие объекты для поиска свидетельств существования в настоящее время жидкой воды на Марсе. Однако у нас есть обнаруженные свидетельства работы жидкой воды в прошлом Марса. Они получены во время наших миссий с марсоходами. Вчера был великолепный обзор того, что марсоход Curiosity обнаружил на Марсе. Обнаружены конгломераты, которые представляют собой что-то вроде породы со сцементированной галькой. На Земле конгломераты образуются в обстановке речных систем. И в среде ученых ходит шутка, что НАСА на Марсе впервые обнаруживает воду почти раз в год.
Кроме Curiosity, до недавнего времени работал марсоход Opportunity. К сожалению, его миссия закончилась после недавней пылевой бури. Он тоже обнаружил массу действительно хороших свидетельств работы жидкой воды на марсианской поверхности. Орбитальные данные также свидетельствуют о том, что в прошлом на поверхности Марса могла быть жидкая вода, а может быть существует и в настоящем. Итак, в области Большой Сирт на поверхности обнаружено что-то похожее на отложение гидратированного кремнезема. Таким образом, из названия «гидратированный кремнезем» можно понять, что это районы, где, как мы думаем, когда-то существовала или потенциально может еще существовать гидротермальная система, действовавшая на склонах этого вулкана. И это действительно здорово, потому что на Земле есть подобные гидротермальные системы, связанные с вулканической активностью, например, как Йеллоустонский национальный парк. И эти гидротермальные системы являются действительно хорошей средой обитания для экстремофилов. Это бактерии, которым не страшны высокие температуры и ужасные кислоты. Так что это могут быть весьма перспективные районы для поиска мест, где жизнь могла сохраниться и выжить во время высыхания Марса, что действительно круто. Мы также видим из космоса множество этих красивых заплетенных речных русел, которые выглядят точно так же, как земные речные русла и озера. Только в марсианском случае они сейчас представляют собой высохшие русла рек. Таким образом, мы повсюду на поверхности Марса видим доказательства присутствия воды в прошлом. И это привело к действительно замечательной идее о том, что поверхность, которая старше 3,7 миллиарда лет, представляет собой вовсе не пустынный мир. Именно такой более благоприятный для жизни водный, более теплый мир потенциально имел много общего по условиям, сходным с земными, в начале истории планет. А мы знаем на Земле, что жизнь возникла именно в такой среде. Так что потенциально то же самое могло произойти и на Марсе. И либо эта жизнь вымерла по мере высыхания Марса, либо потенциально могла выжить в определенных обитаемых убежищах. Но что-то явно произошло в промежутке между современностью и ранним Марсом. Марс больше не является прекрасным миром Синего океана, это сухая холодная пустыня. По факту такие изменения произошли с потерей собственного магнитного поля. У Земли, в отличие от Марса, есть расплавленное внешнее железное ядро. Потоки в нем создают динамо-машину. В результате у нас генерируется защитное магнитное поле. Оно не только защищает нас от вредного солнечного излучения, но также сохраняет нашу атмосферу. Марс намного меньше, его внутреннее ядро уже остыло, а внешнее ядро уже затвердело. У него больше нет своего динамо, и больше не вырабатывается то прекрасное защитное магнитное поле. И поэтому его атмосфера эффективно теряется со временем. И сейчас его атмосфера очень тонкая. Его небольшая масса также означает то, что он плохо удерживает эту атмосферу. Так что прямо сейчас жидкая вода нестабильна на поверхности. Однако на Марсе могут быть места, где все еще может быть жидкая вода. В частности, есть некоторые действительно интересные новые свидетельства с орбитального аппарата Марс-Экспресс. По его данным составлена карта Южной полярной ледяной шапки. И выявлено подледное потенциально очень соленое озеро под покровом этой полярной ледяной шапкой, что может быть очень интересно в плане жизни, потому что этот резервуар с жидкой водой защищен от вредного солнечного облучения. Также потенциально могли сохраниться карманы с жидкой водой там, где у нас есть внутренние источники тепла. Это районы, где мы видим вулканическую активность вулканов. Поднимающаяся из недр магма производит много тепла и может растопить некоторые подземные льды. Таким образом, в этих регионах может быть целая система протекающей подземной воды. И есть еще одна локация, которая может обеспечить временные обитаемые зоны с жидкой водой, это кратеры от ударов астероидов. Такие крупные воронки образуются при соударениях с крупными космическими телами. Помимо экскавации значительного объема мишени, высвобождается много тепловой энергии, сравнимой с вулканогенным теплом. Эта энергия расходуется на плавление подземной криосферы и создается гидротермальная система. В зависимости от размера кратера система может быть довольно долгоживущей. Таким образом, потенциально молодые крупные ударные кратеры могут быть областями, где близ поверхности Марса может присутствовать жидкая вода. А теперь давайте поговорим о вулканах, потому что они потенциально не только являются хорошими местами для поиска жидкой воды, но они сами по себе также являются действительно интересными объектами для изучения. Само понимание вулканизма на Земле и так является довольно горячей темой. Но также очень интересно понимать, как вулканы меняются и различаются по всем телам Солнечной системе. Итак, мы знаем, что на Марсе есть вулканы. Мы знаем это с 1972 года с миссией Mariner 9. Орбитальная станция отправила вот это первое изображение вулкана на Марсе. У вулкана есть кратер в виде кальдеры в центре. Кальдеры, по сути, образуются, когда у вас идет мощное извержение магмы, выливающееся в виде бесчисленных лавовых потоков и выбрасывая много газа и пепла. При этом опорожняется магматическая камера под вулканом. Поскольку прочность пород крышки камеры невелика, то происходит обвал, и образуется кальдера на вершине вулкана. Похожее образование мы можем обнаружить, например, на Гавайях.
На Марсе выделяются две основные вулканические провинции. Район Форсиды включает в себя гигантский Олимп и еще 3 крупных вулкана. Район Элизия находится в низменной морской части северного полушария Марса на противоположной стороне. Таким образом, на марсианской поверхности присутствуют как бы две диаметрально противоположные области вулканизма с огромными вулканами. Однако обе области выглядят одинаково. Все вулканы на Марсе имеют вот такую округлую структуру, похожую на щит. Напротив, на Земле мы видим целый ряд различных вулканических структур и типов извержений. Например, трещинные вулканы и трещинные излияния в Исландии, где по разлому океанической коры поднимаются порции магмы. Есть и щитовые вулканы, где магма, поднимаясь из недр к жерлу, изливает огромный объем жидкой лавы, распространяющейся в округе на огромные расстояния. При этом образуется округлая вулканическая постройка, похожая на щит. Есть представители взрывного вулканизма, это стратовулканы. У них извергаются как более вязкие лавы, так и огромные объемы пепла и газа, формируя отвесные склоны вулканов. И это приводит к разнообразию стилей извержения. Так что на Земле у нас есть целый ряд способов извержения, от колоссальных взрывов до спокойного сочения жидкого магматического расплава из-под земли, который в виде жидких лав распространяется на большие дистанции, как мы видим это на Гавайях и в Исландии. Если вы еще не видели видео недавних извержений из тех местах, то обязательно посмотрите кадры, заснятые с дронов, это просто невероятно. Но все мы также знаем, что есть эксплозивный или взрывной стиль извержения. Это когда вся верхушка вулкана сносится взрывом, и в небо поднимается громадный столб газов с вулканическим пеплом. Это пленианский тип извержения. И я хочу перейти к причинам такого разнообразия вулканической активности на Земле. На Марсе в основном наблюдается гавайский тип извержений и щитовые вулканы. Таким образом, большинство вулканических структур выглядит примерно так. Это земной пример щитового вулкана. У него очень пологий склон, он похож на щит воина и в основном состоит из последовательной серии очень крупных лавовых потоков лавы. Однако разница между Землей и Марсом заключается в масштабе. Земные щитовые вулканы довольно крупные среди всех остальных видов вулканов. Но на фоне марсианских вулканов они выглядят крошечными. Так, например, гора Олимп имеет высоту 25 километров. Это один из крупнейших вулканов Солнечной системы. Это самая высокая гора в Солнечной системе. Вот здесь Олимп сравнивается с Эверестом и с Марианской впадиной. И самый большой вулкан на Марсе Олимп всех затмевает. Итак, мы уже можем увидеть, что существуют явные различия между вулканической активностью для Земли и для Марса. Марсианские вулканические постройки настолько массивные, что их образование потребовало гигантское количество времени. На Земле для создания вулканов подобного размера требуется примерно от 1000 до первых миллионов лет, тогда как вулканические постройки на Марсе образовывались бы миллиарды лет. Так как же это получилось? Причина, по которой мы можем строить такие крупные вулканические сооружения на Марсе, отчасти заключается в том, что его кора намного толще земной. Кора, на которой сидят эти вулканы, довольно мощная и относительно прочная по сравнению с земной, которая намного тоньше. И если вы перенесли марсианский Олимп на земную кору, то кора бы просто под его тяжестью прогнулась вниз, а сама гора Олимп погрузилась бы в мантию Земли. Кора Марса намного толще и способна поддерживать столь массивную структуру. На Земле у нас есть тектоника плит. И это основная причина такого разнообразия вулканической активности и стилей вулканических извержений. По мере того, как земные плиты плавают по поверхности мантии, то расходясь, то сталкиваясь друг с другом, то смещаясь относительно друг друга. Каждая из этих обстановок порождает свой особый тип вулканизма. Тогда как на Марсе у нас такого нет, у нас нет тектоники плит. По сути, вся его кора представляет собой единую сплошную плиту, находящуюся в тектоническом режиме застойной крышки. И поэтому вулканизм, когда он происходит на Марсе, управляется мантийными плюмами. Итак, разогретое мантийное вещество с границы ядра и мантии поднимается вверх сквозь мантию Марса. И когда оно достигает границы мантии и толстой коры, то сбрасывает все свое тепло в окружающий субстрат. Из-за огромного количества тепла породы начинают плавиться и дают огромное количество магматического расплава, который, поднимаясь и скапливаясь, образует большие резервуары и огромные вулканы. А поскольку кора Марса не движется, то мантийный плюм остается в одном и том же месте. Он просто питает одно и то же место в течение миллиардов лет, создавая действительно массивные вулканы. Вот почему на Марсе преобладают щитовые вулканы и реально массивные вулканические системы. Однако все это относится только к прошлому Марса. На данный момент мы еще не наблюдали активных вулканических извержений на Марсе. И этому может быть несколько объяснений. Во-первых, они, вероятно, случаются нечасто,
а мы ведем наблюдение только с 70-х годов. И потенциально вулканическая активность на Марсе не такая частая, как на Земле. И, быть может, поэтому мы еще не видели марсианских извержений. Тогда как на Земле извержения происходят почти ежедневно, а некоторые могут длиться беспрерывно несколько лет подряд. Так что это немного озадачивает, почему мы до сих пор не видели вулканическую активность на Марсе. Другим объяснением может быть то, что, к сожалению, Марс вулканически мертв. Поскольку Марс примерно в 2 раза меньше Земли, он уже потерял много своего первоначального тепла, отдав его в космос. И поэтому есть вероятность, что у нас уже нет того источника магмогенерирующего тепла, вызывающего эту вулканическую активность. Однако в нашей коллекции марсианских метеоритов есть метеорит, свидетельствующий об относительно недавней вулканической активности, примерно 200 миллионов лет назад. И это у нас самый молодой марсианский метеорит в нашей коллекции, чье вещество имеет вулканогенное происхождение. Так что современный Марс, возможно, до сих пор является активным миром. Просто мы еще не обнаружили надежных свидетельств. Возможно, 200 миллионов лет звучит довольно внушительным сроком. Но на геологической шкале в 4,5 миллиарда лет, с момента образования Солнечной системы, 200 миллионов лет выглядит мгновением. Таким образом, Марс потенциально все еще может оставаться активным миром. Так что, надеюсь, это неплохое резюме того, почему нам надо изучать Марс, и его вулканизм в частности. И данные марсоходов и орбитальных аппаратов, которые мы получаем, улучшают наше понимание развития марсианского ландшафта и марсианского вулканизма. Но поскольку я геолог, то мне прежде всего необходимо каменное вещество, которое я мог бы подержать в руках и доставить в лабораторию. И вот почему у меня захватывает дух от одной конкретной предстоящей миссии по возвращению образцов горных пород с Марса. Фактически ее первый этап уже начался. Мы отправили марсоход Perseverance на Марс. В его задачи входит пробурить множество отверстий и собрать коллекцию образцов марсианских горных пород, как вулканических, так и осадочных, и потом соскладировать их где-нибудь в безопасном месте на марсианской поверхности. А вторым этапом мы вышлем еще марсоход, чтобы он мог собрать все эти цилиндры с пробами. А затем мы собираемся запустить собранную коллекцию образцов на орбиту Марса, где с помощью космической станции они будут доставлены на Землю для изучения в наших лабораториях. Вся эта эпопея должна завершиться примерно к середине 2030-х годов. И мы надеемся, что в результате мы получим килограмм горных пород с Марса. Причем мы будем точно знать, откуда была взята конкретная проба. И это поистине откроет шлюзы для потока знаний о марсианской поверхности. Тем не менее, мне не хочется ждать еще 10 лет, прежде чем мы получим это вещество в нашей лаборатории. Так как у нас есть еще одна захватывающая дух вещь. У нас уже есть кусочки Марса на Земле в виде марсианских метеоритов. Это камни из космоса, которые упали на Землю с неба и были найдены и собраны в коллекции. И основанием полагать, что эта группа метеоритов с Марса – это результаты миссии викингов. На спускаемом аппарате «Викинг-1», совершившем посадку на Марсе, был ряд инструментов, позволившие сделать очень точные замеры марсианской атмосферы. А затем кто-то из наблюдательных ученых заметил, что в твердом веществе этой группы метеоритов есть пузырьки с газом. И им удалось извлечь этот газ и определить его состав. И состав газа совпал 1 к 1 с составом марсианской атмосферы, измеренной викингом. Такое абсолютное совпадение составов газа – это крайне убедительный аргумент в пользу того, что эти метеориты действительно происходят с Марса. А если это так, то изучение этих метеоритов поможет нам постичь процессы на Марсе. Есть много деталей марсианской геологии и марсианской истории, которые мы можем выяснить, изучая эти породы. Большая часть марсианских метеоритов представляют собой вулканические породы. Они образовались в результате вулканической деятельности. И посредством изучения этих горных пород мы можем понять, как формировались и эволюционировали родительские вулканы. Точно так же, как если бы мы изучали вулкан на Земле. В этих метеоритах сохраняются свидетельства, характеризующие вулканические процессы. Их исходное вещество было выбито с поверхности в космос при крупном столкновении с внешним астероидом или метеоритом. И далее, благодаря гравитации через космос, оно попало на Землю. По особенностям этого вещества можно понять, например, как столкновения с астероидами повлияли на ландшафт и историю Марса. И в некоторых очень редких подгруппах марсианских метеоритов находят свидетельства воздействия марсианской жидкой воды. В них находят измененные минералы, вступившие в реакцию с водой. В результате у нас образуются глинистые минералы, и по ним мы можем понять, где была активна жидкая вода, и идентифицировать потенциально обитаемые среды на марсианской поверхности. Одно из ограничений изучения марсианских метеоритов и причина, по которой нам нужна кампания по возврату марсианских образцов, заключается в том, что мы понятия не имеем, откуда именно были выбиты конкретные образцы марсианского вещества. Ведь Марс – это огромная территория, тогда как в земной геологии мы знаем точно, откуда те или иные образцы пород. И это очень нас ограничивает в интерпретациях. Поэтому, безусловно, мы должны провести эту миссию по возврату образцов с Марса. Существуют 4 основные группы марсианских метеоритов. Я пройдусь по ним очень кратко. Первая – шарготиты. Это вулканические породы. Они являются одними из самых молодых магматических или вулканических пород с Марса.
Но они претерпели очень сильное ударное воздействие при образовании или ударный метаморфизм. Они представляют различные участки и промежутки времени Марса. Поэтому по ним мы можем понять, как вулканическая активность меняется с течением времени на поверхности Марса. А вот с другой стороны диаграммы показана великолепная брекчия с черной корой НВА 7034, найденная в северо-западной Африке. Это ударная брекчия. Эта порода образуется при ударном событии. Вверх выбрасывается огромное количество обломков материала мишени, и оседая, они создают слой ударной породы. Что замечательно в этом образце, что он содержит много различных каменных фрагментов, собранных со значительной территории вокруг места родительского столкновения. Таким образом, мы можем изучать фрагменты множества различных типов пород из этой области Марса. Так что это действительно весомый для науки образец. Но я хочу обратить внимание на другую подгруппу. Она называется шиссиньиты. Шиссиньиты действительно очень для нас интересные, так как состоят из минерала, называемого оливином, который обладает красивым ярко-зеленым цветом. Этот минерал, образующийся только в мантии планет, является основным компонентом этих пород. И в большинстве случаев он встречается именно там. Таким образом, потенциально шиссиньиты могут дать нам представление о глубинных процессах в марсианской мантии. Шиссиньиты связаны с моей самой любимой подгруппой марсианских метеоритов под названием наклиты. И о них я поведу основную речь. Наклиты – это магматические породы. В них есть эти красивые удлиненные крупные кристаллы или фенокристы. Это крупные темноцветные кристаллы пироксена. Наклиты относительно слабее подверглись ударному метаморфизму, и их вещество более полно показывает скорее марсианские процессы, чем ударное преобразование. И они относительно древние. Им около 1,4 миллиарда лет. Самое классное в наклитах то, что их связывают только с одним и тем же местом происхождения. Так что вероятно, что все наклиты выбиты с одного и того же места в одно и то же время. Вот как они выглядят в тонком шлифе. Для изучения пород мы отрезаем тонкую пластину, отшлифовываем, а затем просматриваем ее в проходящем свете под микроскопом. Таким образом, вы можете видеть, что у них действительно очень красивая структура, где есть большие красочные удлиненные кристаллы пироксена. И они включены в очень мелкозернистую основную массу или матрицу. На Земле, когда мы видим такие магматические породы, объясняются тем, что они прошли две стадии охлаждения. Мы видим, что в расплаве выросли большие кристаллы. Для этого требуется очень много времени. Поэтому родительская магма должна была остывать очень медленно. Но чтобы получить матрицу из мелкозернистых кристаллов со стеклом между ними, должно было произойти быстрое охлаждение. Таким образом, вероятно, это расплавленное вещество счастливо находилось в магматической камере, которая медленно охлаждалась. А затем произошло замедленное излияние, либо перемещение на меньшую глубину, где произошло очень быстрое охлаждение. И у нас образовалась эта замечательная микроструктура. Давайте поговорим немного о магматической петрологии. Возвращаясь к наклитам, в нашей коллекции собрано 26 различных метеоритов, относящихся к наклитам. И это просто замечательно. Так что материала для работы предостаточно. И еще на что обращу внимание, это то, что наклиты содержат небольшое количество воды, чуть больше, чем ожидалось для пород такого типа, от 0,4 до 0,1 весовых процента. Важность повышенного водного содержания обсудим чуть позже. Наклиты получили свое название от местечка Наклы в Египте, где в 1911 году выпал метеоритный дождь. Я всегда люблю истории о падениях и находках метеоритов. В них всегда есть что-то интересное. Например, ходят слухи, что Накла убила собаку при падении. Однако хочу успокоить всех, кто этим встревожен. По-видимому, это только слухи. При поиске и находке этого метеорита неизвестно ни об одной пострадавшей собаке. И у Наклы действительно классная структура классического наклита, крупные кристаллы, включенные в мелкозернистую матрицу. Еще один классный образец наклитов представляет собой метеорит Лафайет. И в нем обнаружено немного больше воды, чем в Накле. И у этого метеорита также есть действительно интересная история о его находке. Он был найден в ящике стола в университете Пердью в 1931 году. До этого его неправильно определили как булыжник, оставленный древним ледником. Одна из моих коллег, Лидия Халис, проводит целое детективное расследование, чтобы попытаться выяснить, когда именно этот метеорит мог быть обнаружен, кем он найден и как он попал в коллекцию университета. И она выяснила несколько замечательных фактов. Вероятно, его нашел афроамериканский студент из университета Пердью во время рыбалки. Метеорит приземлился прямо рядом с ним, когда он ловил рыбу. И это представляет собой действительно захватывающую историю. Лидия также провела действительно хороший анализ органики в этом метеорите. Она определила, какие органические молекулы содержатся в метеорите. И в идеале она пытается найти именно чистый марсианский органический материал. Однако она также обнаружила какой-то земной органический материал, и в частности органическое соединение, это выметоксин, вызывающий отравление скота.
А в этом сельскохозяйственном регионе подробно фиксируются такие вспышки болезни скота, вызванной паршой колосьев. И поэтому есть очень узкие временные рамки, когда эта болезнь распространялась по всему штату. И в результате сопоставлений ей удалось выяснить довольно точно, когда произошло выпадение Лафайета, что очень и очень круто. Теперь от распространения вомитоксина по Америке вернемся к Марсу. Так что же именно эти метеориты рассказали нам о Марсе? Первоначально предполагалось, что эти метеориты, Накла и Лафайет, образовались в результате одного единого ударного события. Что они представляют собой вещество одного мощного лавового потока марсианского вулкана. И что наклиты образованы из одного вулкана. И это была действительно хорошая идея, потому что небольшие различия по минеральному и химическому составу и структуре в подгруппе наклитов легко объяснялись различным местоположением в едином лавовом потоке. Так что те индивиды с большим количеством крупных кристаллов формировались в нижнем слое, где происходило оседание крупных кристаллов, а объем мезостазиса уменьшался. А если выбитый материал находится ближе к верхним слоям, то там мелкозернистого материала становилось больше, а фенокристаллов меньше. Таким образом, в целом вы можете объяснить структурное разнообразие наклитов с помощью этой модели. И когда мы начинаем интерпретировать их таким образом, мы можем получить моментальный снимок того, как лавовые потоки текли по марсианской поверхности и как их состав меняется с глубиной потока. И на Земле есть также несколько очень схожих действительно красивых мест. Например, поток Тео в Канаде в Онтарио. Это действительно хороший пример такого лавового потока, у которого мощность более 100 метров. И практически на всем его протяжении вы видите породы, очень сходные по структуре с наклитами. И эта аналогия действительно мощный способ понимания того, как эти метеориты образовались в результате вулканической активности. В геологическом контексте изучение этого места дает понимание обстановки образования таких пород в мощных лавовых потоках Марса. Но совсем недавно мой коллега Бен Коэн датировал образование наклитов из наших коллекций. Он определил возраст их кристаллизации, время, то есть когда они перешли из жидкого состояния в твердое. И он неожиданно обнаружил, что они не все образовались в одно и то же время. Они сформировались в результате 4 различных магматических событий в марсианской истории, произошедших между 1,4 и 1,3 миллиардами лет назад. А это означает, что, к сожалению, не все они происходят из одного и того же потока лавы. Получается, что они должны быть из разных потоков лавы. И он проделал некоторые довольно интересные вычисления о том, с какой скоростью должны расти вулканы на Марсе. Основываясь на полученных возрастах кристаллизации, Бен Коэн подсчитал, что эта скорость составляет от 0,4 до 0,7 метров за миллион лет, что очевидно намного медленнее, чем подобный рост вулканов на Земле. Из этого результата вычислений можно понять, что марсианские вулканы должны расти очень и очень медленно. Однако, что действительно поразило меня в этом результате, так это то, что теперь все различия в наших наклитах по минеральному составу, по структурам, по химическому составу отражают изменения, происходившие в самом вулкане. Таким образом, мы видим эволюцию этого вулкана, как он со временем извергает разный материал и меняется. И это действительно интересная идея. Эти метеориты, как я уже сказал, также хранят в себе свидетельства воздействия жидкой воды. Так, например, в них находят бывшие оливиновые зерна, полностью преобразованные в глинистые минералы. А это происходит тогда, когда вещество подвергается воздействию теплой, сильно минерализованной водой. Поэтому наклиты свидетельствуют о широком воздействии жидкой воды на Марсе. И вот что еще интересно. По нашим подсчетам, возраст этих глинистых минералов составляет от 6 до 3 миллионов лет. Однако в это время Марс уже должен был быть сухим. Таким образом, непонятно откуда вода, так как жидкая вода уже отсутствовала на марсианской поверхности и под ней. И это один из ключевых вопросов, когда мы всматриваемся в эти темные кусочки. Так что же могло стать источником тепла, которое могло растопить подповерхностный лед в жидкую воду? И эта жидкая вода видоизменила эти породы за этот промежуток времени. И мог ли этот резервуар с жидкой водой быть действительно хорошей средой для существования микроорганизмов? Но прежде чем двинуться дальше, я хотел бы коротко привести доказательства, что эти глинистые минералы действительно образовались на Марсе. И это не праздный вопрос, потому что вы можете сказать: «Эй, смотрите, а не может ли это водное преобразование быть связано уже с земными изменениями?» Не волнуйтесь, у нас есть убедительные доказательства. По сути, все сводится к изотопному составу воды. У нас есть два типа воды – тяжелая вода и легкая вода. И земной показатель возле нуля по содержанию тяжелой воды относительно легкой. А на этой оси у нас показана температура. И исследователям удалось измерить воду, которая выходит из марсианского метеоритного вещества при нагреве. Итак, в самом начале, когда при низких температурах, образец теряет воду, которая адсорбировалась в этой породе.
И эта вода, естественно, имеет земной состав. Однако при более высоких температурах, выше 400 градусов, когда начинают разрушаться эти глинистые минералы, внезапно идет обогащение тяжелой водой. И это вполне согласуется с нашими наблюдениями за марсианской атмосферой. Так что я твердо уверен, что глинистые минералы сформировались на Марсе под действием жидкой воды. Это было важно продемонстрировать. Следующее событие с этим метеоритным веществом – это было ударное воздействие во время столкновения с астероидом около 11 миллионов лет назад. В результате ударного события фрагменты марсианской мишени были выброшены за пределы планеты. И потом они попали на Землю и изучены в наших лабораториях. Это своего рода довод в пользу того, что все наклиты происходят из одной и той же местности, из одних и тех же геологических условий на Марсе, так как все они имеют один и тот же возраст выброса с поверхности Марса около 11 миллионов лет назад. Это означает, что мы можем их как бы интерпретировать, как один набор или одну последовательность вулканической активности. Итак, если все обобщить, то вырисовывается следующая геологическая история наклитов. Они были извержены между 1,3 и 1,4 миллиарда лет назад. Далее они подверглись гидротермальному преобразованию около 63 миллионов лет назад. А затем они были выброшены со своей планеты при столкновении с астероидом и отправлены на Землю около 11 миллионов лет назад. Шанс на то, что что-то прилетит с Марса, может оцениваться как 1 на миллион, но все же они прилетают. И это действительно хорошо для нас, так как мы можем изучать их вещество в наших лабораториях. Поскольку вы получили представление о марсианских метеоритах и вулканизме на Марсе, я хотел бы рассказать о работе, которую сейчас проводит наша группа. Мы детализируем приведенную упрощенную геологическую историю Марса, добавляя в нее некоторые усложнения и некоторые ограничения. И наш подход заключается в использовании так называемой коррелятивной микроскопии. Это означает, что мы комплексно изучаем одно и то же событие в разных масштабах, используя несколько разных методов. Итак, с Марсом нам действительно повезло. У нас есть уникальная возможность изучать все, от масштабов планеты до помещения метеоритов, очень сложные приборы и сверхточных измерений отдельных атомов. Я не собираюсь описывать всю эту последовательность. Я сосредоточусь на том, что мы можем видеть по структуре матрицы в миллиметровом и микрометровом масштабе, используя современную сканирующую электронную микроскопию. И первое, на что мы хотели обратить внимание, это попытаться ответить на вопрос, в какой реальной магматической обстановке могли образоваться наклиты. Представляют ли они фрагменты излившегося лавового потока на поверхности Марса? Или, быть может, это была неглубокая интрузия в недрах Марса? И нам действительно важно это знать, поскольку это дает представление о том, как развивалась эта вулканическая система. Большая часть объема вулканических пород на Земле формируется под поверхностью. И любой из этих вариантов ответа расскажет нам что-то о марсианском вулканизме. Что действительно приятно, так это то, что эти две разных обстановки кристаллизации создают две очень разные магматические структуры. Итак, нам надо было изучить структуры марсианских метеоритов и подтвердить или опровергнуть их схожесть, например, со структурами земных образцов лавовых потоков или со структурами образцов неглубоких интрузивных тел. Таков был наш подход. И мы проделали этот анализ с помощью метода дифракции отраженных электронов и BSD. Его суть в том, что вы стреляете электронным лучом или катодным лучом в свой образец, и эти электроны направляются вдоль кристаллической решетки вашего материала. И за счет дифракции Брега отраженных электронов в результате создается этот действительно удивительный узор из линий Кикучи. Затем мы можем сравнить эту картину с картиной из линий Кикучи уже известных минералов, обстрелянных также электронным пучком. И таким образом мы выясняем, из какого материала состоит исследуемый образец, из каких минералов, насколько он раскристаллизован, какова ориентация его кристаллов, как деформированы эти кристаллы и какова их кристаллическая форма. Так что это действительно мощный инструмент для понимания взаимосвязи между минералами. И за считанные минуты вы можете получить много информации из такого рода данных, что действительно впечатляет. В самом простом случае вы можете получить изображения, полученные с помощью обратно рассеянных электронов. На этих снимках чем плотнее материал, тем он светлее, а менее плотный – темнее. И мы можем сразу получить представление о составе и разнообразии материала в веществе вашего образца. Вы также можете получить информацию об ориентации на картах Эйлера. Таким образом, каждый из этих цветов представляет ориентацию различных кристаллов относительно плоскости сечения. И мы можем получить действительно хорошее представление о минералогии, о том, какие минералы слагают образец, в каких количествах, в каких соотношениях друг к другу, и много другой информации. Вот для примера изображение марсианских метеоритов, наклитов, полученные с помощью дифракции отраженных электронов или EBSD. Это карта минеральных фаз, показывающая различную минералогию. И вам видно, что в лафайете много синего материала, являющегося оливином. Тогда как в соседнем Miller Range 0,3346 синих пятен совсем мало. В нем преобладают зеленые пятна, относящихся к авгиту или клинопироксену. И эти зерна авгита в обоих случаях имеют удлиненную форму. И это определяет общую структуру. Таким образом, с помощью EBSD мы можем проводить измерения и определить структуру вещества метеоритов. А из этого мы узнаем, как это вещество формировалось. Сейчас немного чуть сложной для восприятия хардкорной кристаллографии.
По сути, мы проводим измерение формы кристалла. У кристалла есть длинная ось. И мы выясняем, как остальные две оси кристалла соотносятся с первой осью. Кристалл для восприятия можно упростить в виде параллелепипеда. Я тут подумал, что это немного скучно. Поэтому я лучше познакомлю вас через мою любимую кристаллографию с помощью таксы. Такой кристалл во многих отношениях можно аппроксимировать таксой. Мне кажется, так будет забавнее. Как видите, у формы таксы имеется длинная ось, промежуточная и короткая ось. А можно еще себе представить некую свору из нескольких такс. И вы можете измерить, в какую сторону они смотрят. И выяснить, какую текстуру они составляют. Так, например, представьте, что у вас есть поле для выгула собак. И нет ничего, что могло бы привлечь их внимание, поэтому все таксы будут смотреть в разные стороны, вверх, вниз, вокруг. И они образуют хаотичную текстуру без выраженной линейности. Однако, если вы добавите к ним белку, внезапно все эти таксы будут устремлены в одном направлении. Все они начнут смотреть на белку, то есть на них подействовала внешняя сила. И все они сориентировались в одном предпочтительном направлении. Появилась линейность. Надеюсь, так стало немного понятнее. И посмотрев, куда обращены наши таксы, можно понять, какие силы повлияли на их расстановку. Точно так же мы можем через ориентировку более длинных кристаллов определять, какие силы воздействовали на кристаллы. И поэтому, если мы находимся в потоке в вероятной экструзивной обстановке излияния, все длинные оси наших кристаллов должны вытянуться в одном направлении. Грани Си направлены влево. Это как в случае своры такс, увидевших одну белку. И вот как это должно выглядеть. Но если порода образовалась в интрузивных условиях за счет гравитационного оседания этих кристаллов, то мы должны увидеть полощатость вдоль длинной оси, где широкая грань A смотрит вертикально. Как если бы вокруг наших такс было множество белок, и они не знали бы, в какую сторону смотреть. Но все они смотрят в одной горизонтальной плоскости. И по этим двум текстурам возможно понять, какие из образцов относятся к экструзивным излияниям, а какие к интрузиям. И вот здесь мы видим очень интересную текстуру. Это наклит Лафайет. И мы видим очень красивую полосу вдоль длинной оси кристаллов. И это указывает нам на гравитационное оседание. Так что, скорее всего, Лафайет – это интрузивная порода. А в образце Миллер-Рейндж мы уже видим некоторую сложность. И это непростая история. Итак, в среднем диапазоне мы видим полосу, но мы также видим точку. Так что это наполовину гравитационное оседание, и, возможно, имело место некоторое течение. Так что у нас есть и то, и другое. И мы продолжаем проводить эти измерения. Один из наших аспирантов, Сэмми Гриффин, отлично справляется с этим, тщательно проводя измерения всех марсианских объектов. Но мы видим здесь много сложностей. Мы видим как текстуры гравитационного оседания, так и текстуры течения. Итак, можем ли мы однозначно ответить на вопрос, перед нами интрузивные или экструзивные породы? И, к сожалению, ответ все еще нет, потому что если мы будем выступать в роли адвоката дьявола, то, возможно, в некоторых интрузивных средах мы можем обнаружить доказательства течения, а в некоторых экструзивных средах может происходить гравитационное осаждение. Так что это не то самое окончательное доказательство, которое мы так искали. Это лишний раз показывает, что вулканы – это не такая простая вещь, как мы думали. Они могут проявлять всю свою сложность и разнообразие. Они эволюционируют, и стили извержений меняются со временем. У нас может быть множество вариантов поведения этих вулканов. Так что нам не следует сосредотачиваться на поиске конкретного места на Марсе, откуда могли быть доставлены наклиты, так как мы имеем дело с очень сложной эволюционирующей вулканической системой. И это хороший вывод из этого исследования. Следующее, на что мы хотели обратить внимание. Можем ли мы увидеть доказательства взаимодействия пород с марсианским флюидом? И что же было движущей силой этой реакции горной породы с жидкостью? Что именно растопило те льды? Как я уже сказал, у нас есть идея, что это связано с вулканизмом в области, насыщенной льдом. Однако мы не нашли пород подходящего возраста. Таким образом, у нас нет такого рода доказательств того, что в результате вулканической активности выделяемое тепло могло растопить льды в определенное время, соответствующее образованию наклитового вещества. И это может быть просто потому, что мы еще не нашли достаточно метеоритов, что является вполне логичным объяснением. Но есть еще один способ проверить это, спросив: хорошо, можем ли мы доказать или опровергнуть, что это тепло выделялось в результате ударных событий, но марсианское вещество очень ценное. И у нас нет разрешения на его разрушение. А нам надо найти свидетельство ударного воздействия на марсианское вещество. И опять же и BSD прекрасно с этим справляется. С ним мы можем определять, насколько деформированы эти кристаллы. Решетки кристаллов вещества мишени под воздействием механических нагрузок при крупных столкновениях астероидов с марсианской поверхностью сильно деформируются. И поэтому мы поискали такие свидетельства шокового воздействия. И таких фактов было найдено предостаточно. Первое, что мы увидели, это прекрасное регулярное механическое двойникование. Когда кристалл под действием касательных напряжений по сути меняет ориентацию роста в чередующихся интервалах.
Мы наблюдаем подобное поведение в крупных земных астроблемах. И поэтому, когда мы видим что-то подобное где-то в другом месте Солнечной системы, то это может считаться довольно хорошим свидетельством того, что эти объекты подверглись сильному ударному воздействию внешних крупных тел. Мы также можем использовать метод электронной обратной дифракции и BSD, чтобы получить карты напряжений. По ним определяют, где в кристаллах сосредоточены наиболее сильные деформации. На представленных картах синим отображены области с очень малой или нулевой степенью деформации, а желтым, зеленым и красным цветами – области с очень высокой степенью деформации. И мы четко видим по регулярному характеру этих сильных деформаций и повреждений, что вещество подверглось шоковому процессу. Что, конечно, впечатляет. Для таких шоковых давлений, вызывающих появление этих структур в кристаллах, можно посчитать температуру. И ее достаточно для плавления подповерхностного льда. И образующаяся жидкость легко может проникнуть в различные части разрушенной породы мишени. Итак, вопрос состоит в том, видим ли мы признаки шоковой деформации, ассоциирующие с этими глинистыми минералами. И вот самый волнующий ответ – да. На этой микрофотографии метеорита Лафайет справа вы можете различить ржаво-красные пятна, приуроченные к определенным местам через весь срез. Именно здесь исходный материал под действием марсианских флюидов был преобразован в глинистые минералы. И мы видим слева 1:1 корреляцию между этими ржаво-красными пятнами и областями интенсивной деформации, что является для нас поистине убедительным доказательством изменения водной среды под действием удара. И это открытие просто потрясает. Мы обнаружили эту корреляцию почти в каждом изученном наклите. Хотя в некоторых, например, в этом ее немного сложнее увидеть. Вот здесь находятся ржаво-красные пятна, и им соответствуют области интенсивной деформации на карте напряжений. И у нас выявляется одна и та же история для изученных наклитов. И это позволяет нам говорить о еще большей сложности истории происхождения наклитов, так как в нее теперь входит эпизод еще одного более раннего ударного события с астероидом, которое произошло еще задолго до последнего столкновения, выбросившего в космос родительский материал. Выделившаяся теплота этого раннего удара астероида расплавила подземные льды Марса и привела к долговременной гидротермальной системе с жидкими флюидами, которые, проникнув в родительскую породу, вступали в реакцию с ее минералами. Итак, теперь, если мы пересмотрим геологическую историю марсианских метеоритов, наклитов, мы можем добавить предсказания о том, что, вероятно, мы должны иметь ударное событие около 633 миллионов лет назад, наряду с этой очень сложной вулканической структурой. Сейчас это может не казаться великим дополнением к нашему пониманию происхождения наклитов, но условия сложного вулканического ландшафта, возраст которого составляет 1,4 миллиарда лет, с двумя ударными структурами возрастом 633 и 11 миллионов лет, являются довольно жесткими ограничениями. Так что в принципе можно подыскать такое место на Марсе с ландшафтом, подходящим к этим уникальным требованиям. И поэтому часть моих коллег в Австралии обратились к обработке орбитальной съемки, используя свои очень сложные алгоритмы, чтобы идентифицировать кратеры и выяснить, какого они возраста. И мы надеемся, что, возможно, мы сможем проверить эту идею и найти на Марсе ту область, которая удовлетворяет выдвинутым ограничениям. И если нам удастся это сделать, это будет реальным прорывом, потому что мы тогда, по сути, уже совершим марсианскую миссию по возврату образцов с Марса, так как, не покидая планету, мы выясним точное местонахождение родительского для наклитов кратера. И это будет действительно грандиозным успехом. Итак, галопом по Европам мы пронеслись по Марсу. Мы рассмотрели вулканизм на Марсе и познакомились с нашей непосредственной научной деятельностью в Глазго, целью которой получить знания, как вулканы эволюционируют и могут создавать временную или постоянную потенциально обитаемую среду на Марсе. Прежде чем я закончу и отвечу на вопросы, я хотел бы поблагодарить всех своих коллег со всего мира, содействующих нам, ведь наука не возникает в вакууме. Ничего из этого не было бы возможно без замечательных людей и ученых, работающих вместе по всему миру. И еще раз большое спасибо за то, что вы есть. Это была настоящая честь выступать здесь перед вами. Надеюсь, вам понравился доклад, и я буду счастлив ответить на ваши вопросы. Отлично. Спасибо, Люк, за действительно интересный доклад. И я должен признать, я изо всех сил пытаюсь не отставать от всех различных отсылок, которые вы дали по ходу доклада. У нас довольно много вопросов, как в Zoom, так и на YouTube. Вот один от Эбби. Я сейчас его зачитаю. Известно ли нам что-нибудь еще о причинах расположения 4 главных марсианских вулканов? Почему существуют 3 равноудаленных вулкана одинакового размера, которые идеально смотрятся на одной линии перпендикулярной горе Олимп? Это фантастический вопрос. И, честно говоря, я понятия не имею, почему там именно такая структура. И я даже не хотел бы голословно спекулировать о причинах такого расположения.
Но это, конечно, блестящий вопрос. Я полагаю, что у нас определенно до сих пор нет хорошего ответа на этот вопрос. Я уверен, что в аудитории или среди участников конференции должны быть специалисты, у которых есть лучшее представление о том, почему у нас наблюдается такая линейность расположения вулканов в этом районе. Я мог бы представить какую-то структуру, о которой я слышал, типа горячие точки. Возможно, как-то эта горячая точка сдвинулась. Или так распределились мантийные плюмы под горой Олимп и другими вулканами. А может, это единый массивный плюм, так разделяющийся ближе к поверхности? Да, это действительно хороший вопрос. И действительно интересный вопрос по структурной геологии Марса. Вопрос о наклитах. Эти линии на поверхности коры наклитов образуются при входе в атмосферу. Говорят ли эти линии что-нибудь о скорости входа в атмосферу? Какова степень плавления поверхности? Да, эти линии, которые вы видите на поверхности Лафайета, а также на других марсианских метеоритах, образуются во время прохода через атмосферу, когда они падают в виде огненных шаров. Поверхность метеоритов при этом превращается в плазму и расплав. По мере замедления капли расплавленной породы мигрируют и сдуваются набегающим потоком воздуха вдоль внешней поверхности камня. И это указывает на скорость тела. Но я не знаю, существуют ли какие-нибудь идеи, как из этого вытянуть скорость на входе в атмосферу. Мне кажется, это сложно. Но это интересная идея. Должно быть, это что-то вроде вопроса из области гидродинамики. Это вопрос о том, как расплавленная порода ведет себя в этом турбулентном потоке вокруг огненного шара. И да, многие люди поначалу неверно истолковывали эту метеоритную поверхность с канавками, объясняя ее ледниковым происхождением за счет волочения ледником. Но теперь достоверно известно, что такие линии образуются во время сгорания в атмосфере. Внешняя поверхность метеора плавится и растекается каплями по поверхности. Окей. Еще вопрос от пользователя YouTube. Возможно ли найти родительский кратер для наклитов? Как насчет для других марсианских метеоритов? Пока окончательного места нет. Есть на примете несколько кратеров-кандидатов, которые примерно подходящего возраста. Но я пока не думаю, что кто-то уже определил фактическое место, откуда прилетели наклиты. Тем не менее, я слежу за последними публикациями по этому вопросу. Так, сегодня группа из университета Кёртина в Австралии сделали публикацию об одном кратере-кандидате. Возможно, они нашли родительский кратер для одного из шерготитов. Этот шерготит представляет одну из самых молодых вулканических магматических пород с Марса. И в этой статье они опознали один кратер, подходящий для происхождения этого метеорита, что действительно впечатляет. Нам надо будет попросить ведущего автора сделать доклад по поводу столь блестящих результатов. О да, конечно. Да, действительно впечатляющий результат. Но мне нужно еще внимательно вникнуть в эту статью. Хорошо. Итак, у нас есть еще несколько вопросов. Один про лавовые трубки. Слушатель интересуется лавовыми трубками как потенциальное место обитания для марсианской базы для астронавтов. Может ли отсутствие видимых разломов на Марсе, подобных тем, что находятся в Восточном Айдахо и отвечают за платобазальтовый слой, означать, что наши надежды на Марсе связаны только с неизведанными лавовыми трубками вблизи марсианских вулканов? Это действительно хороший вопрос. Честно говоря, я не знаю. Я имею в виду, что в таких местах, как Исландия, есть лавовые трубки. И то, что мы этого не увидели, не означает, что их там нет. И я согласен, это были бы действительно отличные места, защищающие от ужасного облучения вредных галактических лучей и солнечной радиации на марсианской поверхности.
Так что если их найти, то у нас будет действительно хорошее место для создания комфортной среды обитания на Марсе. Да, продолжает Джон. Я только собирался сказать, что лично не знаю, есть ли примеры, где они думают, что они видят обвалы перекрытий лавовых трубок. Быть может, вблизи вулканов, как на Луне. Вот еще один вопрос. Опять немного о горе Олимп. Меня интересует процесс формирования крутого обрыва в основании вулкана Олимп на Марсе. Большинство щитовидных вулканов на Земле имеют пологие склоны, а не крутые утесы, как в основании Олимпа на Марсе. Может ли это иметь отношение к тому, что низкая гравитация влияет на высоту этого крутого уступа, если мы будем сравнивать со щитовыми вулканами Земли? Ага, это феноменальный вопрос. Но на него у меня тоже нет хорошего ответа. Вы, например, задавались ли когда-нибудь вопросом, почему в Шотландии очень крутые обрывы? И я думаю, что гравитация тоже как-то с этим связана. Чем меньше гравитация, тем устойчивее крутой склон. По моему мнению, причина, по которой у нас такой отвесный склон, заключается в марсианской гравитации и, возможно, статическом положении горячей точки. А крутой отвес у основания, я думаю, можно объяснить тем, что он просто обвалился в условиях гравитации Марса, потому что у горы Олимп внушительный вес. Да, признаюсь, это меня тоже озадачило, почему вокруг Олимпа такой крутой край основания. Это загадочная структура. Очень и очень интересно. Ага, я думаю, что ответ Джоэла достаточно хорош. Так что пусть останется его объяснение. Хорошо. Есть ли на фотографиях Марса какие-либо свидетельства расслоенных интрузий или кумулятивных магматических структур? Фотографии, полученных от роверов и аппаратов? Я не думаю. Я так не думаю. Я еще спрошу Кортни. Вероятно, у нее есть ответ получше, потому что у нее в распоряжении все данные Curiosity. Но я не думаю, что у нас есть изображение такого разрешения, чтобы увидеть расслоенные интрузии. Мы, безусловно, видим слоистые интрузии или слоистость в марсианских метеоритах, в шаргатитах и наклитах. Так что они, безусловно, там существуют. Есть действительно крутой метеорит Загами, где в разрезе вы видите, как размер зерна меняется от очень больших кристаллов до очень маленьких кристаллов. И это классическая кумулятивная слоистая структура. И есть много мыслей о том, чем исходно являются шиссиньиты. Это марсианские породы, обогащенные оливином. Шиссиньиты могут быть основанием в кумулятивных отложениях внутри расслоенной интрузии, поскольку зерна оливина оседают из своего рода расплавленного большого магматического тела. Так что видели ли роверы свидетельства их существования или нет, в этом я не уверен. Но такие свидетельства определенно запечатлены в марсианских метеоритах. Так что мы еще увидим. У меня есть довольно хорошее продолжение этой темы. Дополнительный вопрос от другого человека. Вы упомянули, что в настоящее время на Марсе доминируют щитовые вулканы. А всегда ли так было, если считать, что большая часть коры Марса вулканическая? Да, насколько мне известно, в подавляющем большинстве случаев марсианского вулканизма у нас преобладают извержения типа щитовых вулканов, питаемых горячими точками. Надо сказать, что существует совсем немного признаков и взрывного вулканизма на Марсе, что действительно круто. Но вокруг этого идет много споров, потому что у Марса такая низкая гравитация и такое низкое атмосферное давление, что если внутри лавы есть какие-то газы, то как только вы сбросите давление, должен произойти взрыв. И поэтому есть идея о том, что большая часть вулканической активности на Марсе действительно должна быть взрывной. До тех пор, пока магматический источник не станет сухим. Но опять же, да, по большей части мы не видим, что именно так и происходило. На Марсе преобладает щитовой вулканизм, но мы иногда находим пепловые отложения взрывного вулканизма, что действительно круто. Но это хорошая отправная точка для исследований. Например, поискать вулканический пепел как свидетельство эксплозивного вулканизма в метеоритах, особенно если все они базальтовые. Да, я считаю, это очень хороший вопрос. Так что да, мы, конечно же, не видим никаких доказательств эксплозивного вулканизма в марсианских метеоритах. Если только вы не начнете сильно выворачивать свою интерпретацию и обнаруживать отложения пепла в метеоритах,
или что-то не похожее на базальты. Но на Марсе, я думаю, проще посмотреть главным образом на вершины древних вулканов, какого они вида. Что там, жерла или кальдеры? И по ним можно прикинуть, какой объем газа снес перекрывающую крышку в центре вулкана. Так что я думаю, это часть свидетельств пирокластических и эксплозивных извержений. Также возможно заметить какие-то пирокластические отложения с помощью марсоходов. Хорошо, у меня есть еще один вопрос. Как долго может сохраняться обитаемая среда, созданная за счет кумулятивного эффекта интенсивных бомбардировок астероидами в ранней истории Марса, которые поддерживали связанные обитаемые системы в течение длительных периодов времени? Действительно хороший вопрос. И это в основном зависит от Солнца. Поэтому, если у вас будет небольшой удар на внешнюю систему, то вы окажете очень небольшое влияние на внешнюю систему. Это не продлится долго. Один из моих коллег моделировал структуру Чиксулуба. Он представляет собой ударный бассейн шириной 180 километров. У него получилась гидротермальная система, которая проработала порядка нескольких миллионов лет. Таким образом, чем больше у вас ударный бассейн, тем дольше ваша гидротермальная система будет активной. Тем не менее, для ранней истории Марса нам не очень-то нужны столкновения с астероидами, чтобы связать разные обитаемые среды, потому что Марс тогда уже был благоприятным водным миром. Там вполне работала ощутимая динамо. У него была своя плотная атмосфера. На нем плескались океаны. Поэтому нам не требовалось защищать от проблем сохранения пригодных для жизни сред, с которыми столкнется Марс через 3,7 миллиарда лет. И потом не забывайте, что частота столкновений с астероидами резко упала. Так что поддерживать эти пригодные для жизни среды только за счет бомбардировки астероидами уже было бы весьма затруднительно. Да, такие системы имеют право на существование, но только очень локализованно и в масштабах геологического времени относительно недолговечно. Итак, у нас осталось пара минут. Я попробую уложиться. Еще один вопрос. Вы говорили о химическом изменении оливина. Имели ли вы в виду образование глинистых минералов или речь идет о серпентине? Скорее, немного того и другого. Так что да, идет формирование и глины, и серпентина. Под глиной в первую очередь имеется в виду эдингсит, который по сути не является минералом. Эдингсит – это обобщающий термин для обозначения наноминералогических агрегатов, которые очень трудно разделить, и в которые также входит и серпентин. В результате у нас получается целый ряд разнообразных глин, такие как сапонит и другие интересные минералы. Мой босс Мартин Ли обнаружил в этих агрегатах опаловый кремнезем. Он представляет собой столь приятные опаловые наношарики. Так что да, глины очень и очень сложны, очень и очень разнообразны с точки зрения их минералогии. Так что это целая смесь наноминералов от серпентина до всевозможных глинистых минералов. Тогда последний вопрос из YouTube. Может ли вулканический поток объяснить гладкую геологию в северном полушарии? Действительно хороший вопрос. Я пытаюсь вспомнить, какая на данный момент самая лучшая гипотеза, объясняющая дихотомию Марса. Я полагаю, что это следствие ударного события массивным астероидом. В результате удара образовался огромный ударный бассейн или кратер, который был заполнен переплавленным веществом мишени. И после застывания получилась такая красивая гладкая местность. Кроме того, эта местность в течение длительного периода времени представляла собой дно океана, которое заполнялось осадочными отложениями, смываемыми с окрестных высот, также сглаживая рельеф. Так что да. Я полагаю, что главная причина, почему этот регион такой гладкий, заключается в том, что по сути это большая заполненная ударная воронка. Так что я предполагаю, там можно найти много различных отложений. Окей. Я думаю, на этом можно закончить. Каков твой самый любимый метеорит? Наверняка ты скажешь марсианский или все-таки не марсианский? Ага, сейчас я бы мог сказать, что это Винчкомб. Это углистый метеорит, который выпал и был нами найден в Англии. Это действительно потрясающий метеорит по многим причинам. Однако самый мой любимый метеорит – это метеорит Dominion Range 08006 или Дом 08006,
который был найден в Антарктиде в 2008 году. И это самый свежий, что ни на есть углистый хондрит. По сути, этот метеорит является одним из первых камней, сформировавшихся в нашей Солнечной системе. Все его минералы были сформированы в самые первые миллионы лет существования нашей Солнечной системы, еще до того, как появился Марс, еще до того, как появились остальные планеты. Вместо них были просто пыль и газ. И так сложилась судьба этого метеорита, что с ним за все время ничего не случилось. Он не подвергся ни термальному, ни ударному метаморфизму, ни химическим преобразованиям флюидами. Он просто сформировался, немного уплотнился, а затем с ним вообще ничего не произошло за 4,5 миллиарда лет его существования. Когда мы изучили этот камень, мы смогли понять, какова была наша Солнечная система, когда Солнце только зажглось. И если подумать, это действительно потрясает. Вот почему Дом 08006 – моя любимая ракета. Мне хотелось бы, чтобы у метеорита было имя получше, чем простой набор цифр и 3 букв. Что ж, отлично. Я думаю, что мы, наверное, на этом закончим. Еще раз спасибо, Люк, за действительно отличный доклад о том, что мы узнаем о Марсе через метеориты. Спасибо всем за то, что вы присоединились к нам сегодня и посмотрели выступление Люка, а также спасибо Геологическому обществу за организацию этого мероприятия. Большое спасибо, что пригласили меня. Было очень весело. Надеюсь, вам всем понравилось.